Я перестала покупать сыр в магазине, потому что нашла супер простой рецепт вкусного домашнего сыра из обычного молока. Всего 10 минут и 3 простых ингредиента, которые есть на каждой кухне. Можно готовить хоть каждый день, все очень быстро и просто, как вы любите, друзья. Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или страны вы нас смотрите. А чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. Для приготовления сыра нам понадобятся вот такие ингредиенты. Список продуктов я также оставлю для вас в описании под видео. В кастрюлю наливаю 1 литр обычного магазинного молока. У меня молоко жирностью 3,3%. Чем жирнее молоко, тем вкуснее получится сыр. Добавляю в молоко чайную ложку соли без горки. Соль я кладу по вкусу. Перемешиваю. Ставлю на плиту и на медленном огне довожу молоко до кипения. Краешком глаза можете присматривать, чтобы молоко не убежало. А пока греется молоко, я беру миску, разбиваю 3 яйца. И вот так вилочкой хорошо перемешиваю. Сюда же кладу 200 грамм сметаны. И еще раз вилочкой хорошо перемешаю, чтобы яйца со сметаной хорошо смешались. Молоко уже закипает. Вливаю яйца со сметаной в молоко и одновременно размешиваю деревянной лопаточкой. Стенки миски тоже можно почистить, чтобы ни капли вкусного сыра не пропало. Теперь жду пару минут, пока смесь закипит. Огонь делаю средний, чтобы сыр потихоньку варился, но не подгорал. Смесь закипела, вот такие хлопья сыра уже начинают образовываться. Продолжаю варить еще 3-5 минут. И посмотрите, какие густые хлопья сыра образуются в процессе варки. Похоже на творог, правда? Это как раз то, что нам нужно. Снимаю кастрюлю с огня, беру большую миску, сверху сито, застилаю сито марлей, сложенной в 2 слоя, и откидываю сырную массу на марлю. Вот так помогаю ложкой или лопаточкой, чтобы стекло побольше сыворотки. Посмотрите, сколько сыворотки у нас получилось. А из сыворотки можно приготовить вкусные блинчики или оладьи, так что получается безотходное производство. И еще нам понадобится пластиковая формочка. Я когда-то купила вот такую форму для сыра. Да, она яркая, красивая, но специальные формы всегда стоят дороже, и получается, что гораздо дешевле сделать такую формочку самой. Я взяла самый обыкновенный пластиковый контейнер и при помощи старого кухонного ножа сделала в нем отверстие. Просто нагрела лезвие ножа над горячей плитой, а горячий нож входит в пластик, как в мягкое масло. По-моему, здорово получилось, ничуть не хуже, чем покупная форма, и таким способом можно сделать сколько угодно недорогих формочек для сыра, хоть на продажу. Теперь хорошо отжимаю остатки сыворотки из сырной массы и кладу сыр в мою самодельную формочку для сыра. Можно еще развернуть марлю и вот так дном стакана немного утрамбовать сыр, придать ему плоскую форму. Теперь я снова заворачиваю сыр в марлю и ставлю в другой контейнер или в другую миску или на тарелку. Сверху прижимаю сыр легким гнетом, грузом. Я возьму обычную банку сгущенки. Убираю в холодильник и иду спать. А с утра на завтрак уже можно нарезать сыр и делать бутерброды. Приготовь, поделись, подпишись. Достаю сыр из холодильника, вынимаю из формы, убираю все лишнее, снимаю марлю и нарезаю на ломтики. Сыр получается очень нежный, хорошо режется и не крошится. У него совершенно нет яичного запаха, так что не переживайте об этом. Я взвесила головку сыра, и из 1 литра молока у меня получилось ровно 422 грамма сыра. Вес головки сыра может немного отличаться, это зависит от самого молока, но примерный вес сыра около 400 грамм из 1 литра.
И вы сами видите, что приготовить сыр в домашних условиях по этому рецепту очень быстро и просто. С магазинным сыром даже не стоит сравнивать, хотя бы потому, что это домашний сыр, который готовится очень быстро и без всяких специальных приспособлений, без добавок, без химии, полностью натуральный и вкусный домашний сыр из молока. Соль вы можете добавлять по вашему вкусу, а также в сыр можно добавить сушеные травы и специи, и тогда он приобретет характерный для специй вкус и аромат. Этот сыр станет прекрасным дополнением к вашему завтраку, а также к чаю или чашечке кофе. Сыр получается очень мягкий, нежный и очень-очень вкусный. Обязательно попробуйте, друзья. Думаю, он вам точно понравится. А если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные рецепты. Новые видео на канале выходят 2 раза в неделю, а чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. И если вам понравился рецепт, напишите в комментариях «Хочу сыр». Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!